Но купила целый пакет рыбы. Наша кефалька любимая и толстолобики. Ну, чтобы ее заготовить впрок, смотрите, какая красота. О! Одна кефалька не хочет выходить. Вот. Беру таких толстолобиков, вот таких. Хороший кефалька. Прошу, чтобы мне ее чистили, потому что будет у нас тут все в шелухе. Так что рыбы много не бывает. Никогда. Вкусно приготовленная, вовремя открытая, съеденная. А в большом городе это очень актуально, когда есть что-то открыть. Вот вся рыбка чистенькая, я ее помыла. Обязательно вымойте внутри. Вот это все черное надо обязательно вымыть. Также и кефали. Получилось у меня два вот таких тазича. Толстолобик. Видите? Мяско у него нежное, беленькое. Я вымыла серединку, кровь вот здесь возле хребта. Все это повымывать. И не забудьте отрезать плавники. И кефалька вот так. Сейчас я разложу по баночкам. Вам покажу сколько. Больших толстолобика, которые вот вы видели, я возьму 4 банки. Они у меня по 0,9, вот такие большие, широкие. Ну, толстолобик, видите, сами он широкий, чтобы его не дробить на кусочки. И вот такие вот баночки возьму для кефальки. Сколько они у нас? 0,7 или 0,8? Наверное, 0,7. Все, банки помойте под проточной водой. Стерилизовать их не надо, потому что мы будем это все ставить сейчас в духовку. Баночки помыла. Даю все-таки немножко стечь водички. И будем сейчас раскладывать. Каждую банку кладем по лавровому листу. Ну, здесь большой, вот здесь вот два можно маленьких. Даже вот там, где еще один маленький, я еще немножко покладу. Так, по 2 душистого перца, по 2 горошинки. Он дает приятный вкус. И черного, как обычно, на закатке. Кто как любит. Ну, вот у меня совсем, видите, меленький. Поэтому я, ну, 4-5, но я вот как насыпется буду. И так во все баночки рассыпайте. Ну, вот у меня где-то так и получается. Где покрупнее, где помельче. Такой у меня перчик был. Все. И раскладываем рыбку нашу. Берем толстолобик, вот такие кусочки. И по баночкам вот прям высаживаем. Сначала большие куски. А потом уже поменьше, которые будут. То же самое делайте с кефалькой. Или какая у вас есть рыба. Не обязательно кефаль. Любую. Я до этого делала карпа зеркального. Очень вкусно было. Но кефалька, она более такая не жирная. Как бы. Поэтому вот я в этот раз с кефалькой делаю. Все, и раскладываем по всем баночкам. Теперь берем вот такую простую поваренную соль. У меня вот поваренная пищевая каменная, молотая высшего сорта. И в каждую банку, если у вас банка пол-литровая, то вы насыпаете 1 чайную ложку на пол-литровую банку. Я, так как у меня вот 0,9 и 0,7, но я не люблю очень соленое, буду сыпать по чайной ложке с горкой. И сюда кефальку. Теперь берем столовую ложку
И в каждую банку наливаем по 4 ложки воды. Ну, я беру кипяченую. Можете бутылированную брать, наливать. Ну, как бы с кипяченой я уже проверена. И 4 ложки масла подсолнечного. В каждую банку наливаем. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Так по всем банкам. Кефальку, наверное, добавьте 3 все-таки. И теперь масло. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Масло это наш как консервант, поэтому не бойтесь, мы его пока льем по 4 ложки, а позже, когда у нас постоит в духовке, мы все это опять дольем. Все, пусть оно пропитается. Водичка вместе с маслом. И отправим это все в духовку. Накройте крышками, но не закручивайте, а просто как бы прикрутив. Потому что мы с вами еще достанем с духовки, дольем туда масло, когда у нас поднимется температура, и доведем до медленного кипения. И только после этого мы плотно закроем крышки и будем продолжать готовить. Возьмите противень. У меня вот есть, конечно, глубокий, но если нет, берите какой есть. Можете сюда насыпать соли. Но я беру вот старый свой пергамент, который использую для таких дел, когда надо мне поставить в духовку, и на пергаменте ничего не пекется. Но это, вернее, не пергамент, это такая специальная бумага для выпекания. Сюда мы сейчас установим банки. Для чего? Чтобы банки не лопнули. Это как бы служит прослойкой, подложкой. Так установили, не прижимая друг к другу, чтобы у нас шла вентиляция между баночками. Духовку ставим на 180 градусов на 6 часов. Как только у нас в банке появятся пузырьки, мы убавим до 100 градусов и дольем сюда еще масло подсолнечного, чтобы покрыло сверху рыбу у нас. Вот такие пузырьки, видите, пузырятся? Вот теперь надо убавить до 100 градусов со 180. Все, теперь я еще плотно позакрывала крышки. Сейчас закрою обратно в духовку. И буду при 100 градусов томить это все от 4 до 5 часов. Буду уже смотреть по готовности. Достала свою аппетитную рыбочку с духовки. Посмотрите, какая красивая получилась. Кусочками. Открыл баночку, съел сколько надо. А я свою рыбку сейчас поставлю в холодильник. Она зажелируется. И простоит столько, сколько мне надо. Готовьте и всем приятного аппетита!